Воротник рубашки – это сложнейший узел, но многие почему-то считают, что бесклеевая обработка воротника еще более сложная, чем клеевая. Друзья, это совсем не так. Сегодня я вам покажу бесклеевую обработку воротника рубашки и поделюсь своими находками, как обойти некоторые трудности в обработке этого непростого узла. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. В прошлом видео мы уже подготовили лекало, поэтому сегодня начнем с раскроя. Берем основную ткань, располагаем лекало по направлению долевой нити и вырезаем 2 детали стойки и 2 детали отлета. Припуски берем по 1,5 см. Для усилителя берем прокладочный материал. Лекало располагаем в косом направлении и выкраиваем 1 деталь стойки и 1 деталь отлета. Стойку краим без припусков, по отлету берем припуск 5 мм. По линии притачивания отлета от каждого края на 3-4 см делаем припуск 1 см. Я подкроила детали. Детали из основной ткани я пока подрезала грубо, потом я лишнее срежу. Вообще я поняла, что главным секретом успеха в обработке рубашечного воротника является просто точность и аккуратность в работе. Поэтому, чтобы это легче было достичь, основную ткань предварительно перед раскроем я накрахмалила. Вот смотрите, она стала очень похожа на бумагу. И так с ней будет намного легче работать. Пару слов еще скажу про выбор усилителя. Частично я этой темы касалась в видео про манжеты. Если еще не смотрели, рекомендую, ссылка будет в описании. Мы будем выполнять бесклеевую обработку, поэтому усилитель нужен соответствующий. Я хотела, чтобы мое изделие было максимально комфортным, поэтому для манжет я брала обычную бязь плотностью 135 грамм на метр квадратный, и манжеты у меня получились очень мягкие. Но для воротника это слишком мягкий усилитель, поэтому я буду использовать специальную воротничковую ткань. Она имеет меньшую плотность, чем моя бязь, это уже 125 грамм на метр квадратный, но за счет специальной пропитки, которую их обрабатывают, она имеет большую жесткость, то есть такой эффект накрахмаленности. Эта ткань предназначена для мягких воротников, то есть то, что мне нужно. Сборку воротника мы начнем с того, что приметаем деталь усилителя к детали стойки. Поскольку усилитель у нас выкроен по косой, то вот его края могут вот так вот сильно гулять. Поэтому, чтобы это контролировать, на основной ткани я предварительно обвела по лекалу деталь стойки. После чего мы прикладываем и небольшими стежками по периметру приметываем усилитель. Я приметала усилитель и срезала излишек припуска до ширины 5 мм по верхнему краю и по нижнему краю до ширины 1 см. Здесь хочу еще раз обратить внимание на то, что даже с припусками мы работаем очень аккуратно, поскольку они также принимают участие в образовании линии воротника. Поэтому следим, чтобы все срезы были ровными и одинаковой ширины по всей длине. Дальнейшая обработка, как правило, заключается в следующем. Нижний край стойки подгибается наизнанку, заутюживается и прокладывается строчка шириной 5 мм, которая фиксирует данный припуск. Но я хочу попробовать выполнить без этой отстрочки и обработать нижний край стойки вручную. Поэтому на данном этапе я этот припуск просто заметаю. Мы заготовили стойку и пока можем отложить ее в сторону. Теперь займемся отлетом. Точно так же нам необходимо приметать деталь усилителя к основной детали отлета. Прокладываем стежки по всему периметру. Ширину стежка можно сделать немножко пошире, около 1 см. Я приметала усилитель и теперь хочу поэкспериментировать с оттяжкой уголков отлета. Делать это совсем не обязательно, поэтому вы спокойно можете перейти сразу на этап соединения деталей отлета. Но если вам интересно поэкспериментировать с формами и линиями, то можно попробовать это сделать. Предварительно хочу показать вам вот такой макет. Это классический отлет воротника, построение которого я выполняла в прошлом видео. И здесь я попробовала сделать оттяжку уголков. И, как видите, это дает такую вот интересную плавную линию изгиба к кончику отлета. И, в общем-то, мне результат очень нравится. То есть это выглядит интереснее, чем просто прямые линии уголков. Но мне кажется, что вот такая линия будет еще выгоднее смотреться на форме воротника ближе к cutaway. Для этого я в конструкцию отлета внесла небольшие изменения и хочу посмотреть, как это получится. Вот форма классического отлета, а это новая версия.
где я край отлета сместила внутрь на 2 сантиметра и вывела такой красивый уголок. Длина края отлета у меня получилась 8 сантиметров. Давайте попробуем выполнить вытягивание. Смотрите, мы беремся за уголок отлета, за основную деталь отлета и тянем ее вот в таком направлении. Направление вытягивания совпадает с косой ниткой по основной детали и с долевым направлением по детали усилителя, поскольку она у нас скроена по косой. Да? Поэтому основную деталь нам вытягивать намного легче. И после того, как мы так вот ее вытянули, нам необходимо такую деформацию закрепить машинной строчкой. Поэтому мы идем на машинку и по всему краю усилителя прокладываем строчку шириной примерно пару миллиметров от среза усилителя. И там, где мы подходим к уголкам отлета, мы руками вот так вот специально подтягиваем основную деталь, чтобы строчка у нас вот это вытягивание зафиксировала. Я проложила закрепляющую строчку и сняла наметку. Уже можно видеть, что у нас уголки сами загибаются. Теперь нам нужно проработать это вытягивание еще на утюге. Для этого берем какую-нибудь жесткую поверхность. Гладильная доска — это не очень удобный вариант, потому что там мягкий поролон, и он будет мешать. И утюгом приутюживаем сначала усилитель, и потом, смотрите, мы этот уголок вот так вот начинаем катать. То есть тянем за уголок и утюгом прокатываем и вытягиваем его еще. У нас получается вот такой красивый результат. Вот у нас получился такой результат. Теперь нам нужно срезать излишки припуска вровень со срезом усилителя. Так, деталь верхнего воротника у нас готова. Я перехожу к соединению детали отлета. Я сколола детали отлета, и нижнюю деталь я обрезала по краям вровень с деталью верхнего воротника. По верхнему краю отлета я оставила припуск примерно 5 мм. Теперь перед нами стоит несколько важных задач. Первая из них – это сформировать достаточную посадку по верхней детали отлета для того, чтобы при выворачивании отлета она смогла образовать красивый кант. Для этого мы разъединяем наши детали. Верхний воротник пока откладываем и укорачиваем по длине нижнюю деталь отлета на 5 мм. Только с одной стороны. Это и будет наш запас на посадку. Я снова сколола детали отлета лицом к лицу. И вот у нас, смотрите, какая слабина получилась. Эту слабину мы примерно поровну делим на 2 половинки и выгоняем ее к уголкам. Посередине скалываем булавочкой и подгоняем ее ближе к уголку отлета. И также закалываем с одной и с другой стороны. Итак, мы заложили посадку для того, чтобы у нас получился красивый кант. Следующий краеугольный камень в обработке воротника рубашки – это техника выворачивания уголков, для того, чтобы они получились острыми и красивыми. Существует много ухищрений на этот счет. Некоторые не доводят строчку до конца и в самом уголке пропускают стежок. В одном учебнике я видела даже такой метод, когда строчку таким колечком огибают в зоне уголка для того, чтобы он вывернулся красиво. Но, на мой взгляд, самым удобным и лучшим способом выворачивания уголка является техника выворачивания уголка с помощью нитки. Этот способ заключается в том, что мы через самую вершину уголка продеваем нитку, и эта нитка помогает нам вытянуть самый кончик уголка, когда мы выворачиваем отлет. И некоторые, кто показывает этот способ, они нитку продевают через строчку и при выворачивании тянут за эту строчку. Это очень рискованно, потому что там натяжение довольно сильное, и если строчка порвется, а это как пить дать, то переделывать придется всю деталь. Для того, чтобы у нас строчка в уголках не порвалась, мы в уголках строчки будем оканчивать закрепками.
таким образом, что у нас каждая строчка в каждом уголке будет представлять из себя пересечение двух закрепок. Закрепки эти нужно стараться делать очень точно, прямо строчка в строчку, чтобы не было утолщения строчки, иначе вывернуть острый красивый уголок не получится. Я соединила детали отлета. Вот наша посадка под будущий кант. И я надеюсь, вам будет видно. Вот такие вот у меня получились две закрепки на уголке. Следующая наша задача – это аккуратно срезать излишек припуска по краю отлета. Сделать это нужно очень точно, потому что этот припуск будет участвовать в формировании отстрочки по краю отлета. Ширину припуска можно оставить 3-4 мм. Я срезала излишек припуска. Теперь мы можем приступить к выворачиванию уголков. Для этого берем толстую нитку и продеваем ее в иголку. И наша задача продеть эту нитку с одной и с другой стороны строчки в самой вершине уголка. Первый прокол мы делаем изнутри, с внутренней стороны строчки. Продеваем. И выводим ее снаружи, с наружной стороны строчки, тоже в самой вершине уголка. Вот так у меня получилось. Теперь мы обе нитки вставляем в иголку и опять же через самую вершину уголка проводим эту иголку между двумя деталями отлета, внутрь детали. Для того, чтобы иглу было легче провести внутрь, изнутри можно подложить что-то длинное, узкое и металлическое. Вот, например, что-то типа того. Мы подкладываем и продеваем иглу. Вот я продела нитку внутрь. Теперь нам необходимо этот уголок высечь. Высекаем до ширины примерно 1 мм. Здесь нужно действовать очень аккуратно. Лучше не дорезать, чем перерезать. И здесь важно, чтобы мы высекаем под тупым углом. То есть слишком острый угол делать не нужно. Раз. И 2. Достаточно. Теперь можем выворачивать. Вот такие вот два уголка у меня получились. Нитки мы пока оставляем. На самом деле, с первого раза у меня еще ни разу не получилось вывернуть нормально. Несколько раз приходится там что-то подравнивать, подчикивать. Но в итоге получается довольно симпатично. Теперь нам необходимо провести влажно-тепловую обработку нашего отлета, сформировать кант и красиво оттянуть уголки. Укладываем отлет таким образом, чтобы видеть кант, то есть внутренней стороной отлета к себе. Формируем кант. Если основная ткань накрахмалена, это сделать удобнее. И от середины приутюживаем. Также приутюживаем кант по краю отлета, не захватывая пока уголок. После того, как мы сформировали кант, можем теперь вытянуть уголочки. Берем аккуратненько за ниточку, подтягиваем уголок и фиксируем его утюгом. Таким образом они вытягиваются и приобретают более интересную форму. Сильно я тянуть не буду, этого достаточно, на мой взгляд. И точно так же второй уголок. Теперь наш отлет готов к тому, чтобы по нему проложить отделочную строчку. Это очень ответственный этап во всей обработке воротника, поэтому к нему нужно подготовиться. Если будете прокладывать эту строчку на машинке, то нужно заранее убедиться, что в катушках достаточно нитки, чтобы она у вас не закончилась где-нибудь посередине, иначе придется переделывать всю деталь, довольно будет обидно. И второй момент. Мы можем отметить линию будущей строчки на отлете. Вот мы можем пальцем нащупать наш припуск, который внутри находится. Мы его срезали ровно, шириной 3-4 мм. И сейчас мы можем границу этого припуска прямо продавить каким-нибудь металлическим предметом, вот типа такого. И по всей длине эту границу обозначить. Таким образом мы проверим, что срез у нас внутри ровный,
и наметим будущую линию строчки. И можем идти на машинку. Я проложила отделочную строчку по краю отлета и очень довольна результатом. Припуски, которые находятся внутри этой строчки, образовали теперь необходимое ребро жесткости, которое будет держать край отлета. Теперь нам осталось поработать с линией притачивания отлета. Нам необходимо заложить посадку по верхней детали отлета на перегиб отлета, для того, чтобы он хорошо выкладывался. Для этого кладем отлет верхней деталью к себе, и нам нужно обвести границу этой верхней детали. Вот я очертила край верхней детали. Теперь мы смещаем край верхней детали относительно очерченной линии на 2-3 мм и фиксируем полученное смещение косыми стежками. Делаем это по всей длине. Я закрепила смещение косыми стежками. Теперь иду на машинку и проложу еще машинную строчку на пару миллиметров шириной от среза верхней детали, для того, чтобы закрепить полученную посадку. Я проложила закрепляющую строчку, и теперь верхняя деталь отлета у нас образует вот такой вот пузырек. Это хорошо и правильно. Я сняла наметку и срезала излишек припуска по линии притачивания отлета вровень с верхней деталью. Теперь мы можем провести влажно-тепловую обработку. Хорошенько эту деталь приутюжить, и очень важно немножко оттянуть отлет по линии края, потому что здесь у нас уже две строчки проложены с высокой частотой стежка, которые наверняка дали немалую работку. Поэтому от центра утюжком мы эту линию немножко оттягиваем. По линии притачивания я пока не буду делать оттяжку, пока мы не приложим отлет к стойке. После влажной тепловой обработки можем перейти уже к притачиванию отлета. Для этого берем стойку, отмечаем на ней середину и точки начала притачивания отлета. На отлете также отмечаем серединку. Прикладываем заготовленную стойку к отлету со стороны нижней детали. Совмещаем точки серединки. И поскольку у нас припуски на обеих деталях заложены по 5 мм, то мы можем просто совместить срезы. И смотрим, совпадают ли у нас детали по длине срезов. Мне буквально по паре миллиметров с каждого края не хватает, поэтому я отлет по линии притачивания немножко оттяну. Я подтянула край отлета, теперь у меня все совпадает и можем притачивать. Обратите внимание, что по краям отлета припуск должен выступать на 5 мм примерно, потому что у нас здесь припуск заложен 1 см. Есть два варианта притачивания деталей стойки к отлету. Можно их притачать обе сразу, можно по очереди. Я хочу в этот раз попробовать их притачать одновременно, поэтому я совмещаю все детали, под низ подкладываю заготовку детали стойки, все предварительно сметаю. Еще пара важных замечаний. Для того, чтобы края отлета у нас получились одинаковой длины, рекомендую эту длину измерить заранее. И на каждом из отлетов отметить ту точку, в которую у нас должна прийти строчка притачивания отлета к стойке. И второй важный момент, что строчка, которой мы все это стачиваем, должна проходить примерно в миллиметре от среза усилителя стойки, для того, чтобы потом при отгибании этот усилитель у нас хорошенько выложился. Я проложила строчку, соединила отлет с деталями стойки и срезала излишек припуска до ширины 3-4 мм и по краям до ширины 6-7 мм. Теперь мы можем высечь припуски в зоне скругления, вывернуть стойку и пойти на утюг для того, чтобы провести влажно-тепловую обработку. Я вывернула стойку и провела влажно-тепловую обработку. Вот смотрите, по-моему, уже очень круто все выглядит. Теперь нам нужно доработать стойку. И вот этот припуск, который у нас остался между деталями стойки, нам нужно отстрочить для того, чтобы он играл роль каркаса и ребра жесткости, который будет держать форму этой стойки. Ширина строчки 5 мм. Начало строчки начинается примерно на расстоянии 3 см от уступа с одной и с другой стороны. Я проложила строчку. Строчку эту можно начать красиво, так чтобы вертикальная вот эта небольшая часть была параллельно краю отлета.
И теперь наш воротник готов к тому, чтобы его притачать к основе. Вот наша основа, это изнанка. Линии я отметила, куда я буду притачивать стойку. Заранее нужно еще раз на всякий случай все промерить, чтобы все линии совпадали по длине. И также я еще сметала детали кокетки для того, чтобы они не смещались. По стойке линию притачивания можно отметить следующим образом. Верхнюю нашу заготовленную деталь мы обводим. Вот мы получаем линию и строчить будем на 1 мм внутрь, для того, чтобы вот эта вот деталь, вторая, смогла закрыть у нас снаружи строчку притачивания к стойке. Теперь важно правильно приложить воротник. Это изнанка, вот наш воротник. Стойку прикладываем вот таким образом, чтобы при отворачивании у нас срезы смотрели наружу, то есть на лицо изделия. Совмещаем края, серединки, скалываем, и это довольно сложная операция втачивания воротника, поэтому я настоятельно рекомендую предварительно его приметать. Я приметала воротник и хочу еще пару слов сказать вот про этот участок, потому что здесь часто возникают сложности. Техническая сложность заключается в том, что начинать здесь строчку крайне неудобно, потому что лапка может смещать края относительно друг друга, и к тому же мешает вот эта вот верхняя деталь. Похожая проблема, кстати, есть и при притачивании манжет и пояса на брюках. Эту задачу можно решать по-разному. Можно вручную фиксировать начало строчки, я иногда это использую. Еще в интернете я видела такой способ, когда мыски оставляют незастроченными, и уже после того, как воротник пришит к основе, ориентируясь на край планки, застрачивают мысок. Я, честно говоря, не пробовала так делать, и у меня есть некоторые подозрения на этот счет. Поэтому очень интересно, если кто-то из вас пробовал такой способ, напишите, насколько он вам понравился. Для себя я нашла пока такое решение. Я не начинаю строчку с краю, а начинаю ее от середины и веду к краю. То есть притачиваю воротник в 2 приема. Таким образом, гораздо легче и подойти к краю, и контролировать совмещение. Еще здесь есть конструктивная сложность по сопряжению вот этих линий. То есть, чтобы линия края мыска плавно переходила в линию края стойки. Наиболее легким способом решения этого вопроса, мне кажется, следующий. В видео про построение воротника я показывала, как вывести нижний край стойки в горизонталь. И в таком случае, если это сделать, остается проверить, чтобы на лекале линия края мыска вертикально подходила к краю стойки вот на последних 3-4 мм. Я на этом останавливаюсь так подробно только потому, что это самая заметная часть рубашки. И с этим участком, конечно, приходится повозиться. Я проложила строчку и втачала воротник. И, друзья, всем, кто дошел до этого момента, от меня поздравления и респект, потому что все самое сложное и страшное уже позади, и мы на финишной прямой. Нам осталось обработать припуски и запаковать стойку. Я срезала припуски до ширины 5 мм. В районе мыска я сделала припуски побольше, миллиметров 6-7, для того, чтобы, когда мы стойку отвернули, мысок имел внутри равномерное наполнение и хорошо держал форму. Припуски детали полочки и спинки в зоне скругления я немножко надсекла, для того, чтобы они хорошенько выложились. И теперь можно идти на утюг и провести влажно-тепловую обработку проложенной строчки. Сначала мышов приутюживаем, потом разутюживаем для того, чтобы он разложился ровненько, и потом все припуски заутюживаем на стойку. Я провела влажно-тепловую обработку, и теперь мы можем проложить строчку, которая будет фиксировать край стойки. Если это делать на машинке, то заодно можно отстрочить край мыска. Я буду запаковывать стойку вручную прямым потайным стежком и фиксировать край мыска тоже вручную, вспушным стежком. Я закрепила край стойки, и теперь наш воротник готов. Выглядит, по-моему, он очень круто. Давайте примерим. Вот так выглядит воротник. Я в щенячьем восторге, честно говоря. Единственное, что мне все-таки не хватает выточки по отлету. Края отлета я немножко бы еще отвела от стойки, немного затягивает, ткань еще суховатая, но тем не менее все равно смотрится очень здорово. Если расстегнуть верхнюю пуговку, то будет еще лучше. Пишите, с какими еще трудностями вы сталкивались при обработке воротника рубашки. И я с большим удовольствием переписываюсь с вами в комментариях. Поэтому, если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь их задавать. Всем удачного пошива. Пока-пока.